Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой очень красивый джемпер с коротким рукавчиком. Вот. И поскольку выходит это видео 8 марта, я всех женщин сердечно поздравляю с 8 марта и желаю всех благ и, конечно же, здоровья. Вот. И давайте про модельку. Знаете, вот смотрю на эту фотографию этой девушки в прекрасном джемпере и думаю, что вот некоторые модели, они вот как произведение искусства. Знаете, рождаются в муках, вот вязать их сложно, но они не имеют ценности ввиду своей бесценной красоты. Вот именно вот про эту модельку я бы так и сказала. Я посмотрела раппорт узора, 56 рядов, думаю, ой, что-то сложное. А вот когда начала вязать, девочки, и поняла, что ну вот и не сложно, и красиво. И вот все гармонично в этой моделечке. Вот интересная модель. И давайте сегодня попытаемся сделать мастер-класс полноценный такой, чтобы вы смогли без проблем связать эту красивую кофточку. Итак, с выбора пряжи начинаем. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера, топика, я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа, очень хорошего качества, я ей люблю пользоваться. 100 грамм, 330 метров. Это идеальная толщина для летнего изделия, не толстая, не тонкая. Я использую спицы 3,5. Вот, хорошие скруточки, вязать одно удовольствие, девочки. Нежная, хорошая, мягкая пряжа. И вот так выглядит у нее, значит, один раппорт узора, связанный из этой пряжи. Про цвет я не сказала. Цвет, все время забываю цвет, девочки. Цвет, вот, пожалуйста, 98. Такой нежно-розово-сиреневый, я бы так назвала этот цвет. Узор бесподобный, вяжется, несмотря на большую высоту раппорта, очень легко. Однотипные, знаете, такие действия руками, в принципе, легко и просто по логике. Видите, эти листики, ромбики и эти ажурные дорожки, в общем-то, вяжутся на ура. Так, давайте посмотрим схему. Вот так выглядит схема основного узора. Раппорт узора 30 петель и 56 рядов. Можете сделать скрин, хотя ссылку на данную схему я опубликую под видео в своем профиле в Одноклассниках, поэтому она будет в открытом доступе доступна вам, девочки. Давайте сейчас я вам расскажу. У меня же ведь еще есть вторая схема. Смотрите, схема декоративной планочки вот так выглядит. Приближу вам. Тоже делайте скрин. Тоже буду выкладывать, значит, ссылку на данные схемы. И вот так у нас выглядит вырез горловины. Но я бы, наверное, ну да, в принципе, подходит эта схема. Сейчас я ее уменьшу, а то она у нас не умещается. Так, то же самое. Хотя можно и просто вязать декоративную резинку, скрещенные лицевые и изнаночные сочетать, да. Если кому сложности доставят вот этот вот вывязывать элемент, но он простой, девочки. Здесь просто перекрещиваются 3 петли налево. 3 петли налево, да, то есть вот так вот, а здесь направо. Или наоборот, что ли. Ну, как-то вот так вот. Перекрещивание. Вот это вот элемент, это просто перекрещивание. Ну, красиво, эстетично, хорошо смотрится. Так, далее. Выкройка. Выкройка у меня вот так выглядит. Я ее тут немножко корректировала. В общем, несмотря на то, что здесь стоят размерчики только вот на первый размер 44-46, я буду делать описание
на размеры еще дополнительно 48, 50 и 52, да. Несмотря на то, что на выкрике я говорю, этих размеров нет, в моих объяснялках, которые у нас идут всегда после того, как мы определяем плотность образца, я буду подробно это все показывать и обсчитывать на ваших глазах, девочки. Пожалуйста, посмотрите, кто реально захочет вязать этот красивый джемперочек, все будет на ваших глазах высчитываться, каждая петелька. Так, поэтому об этом я сейчас говорить долго и нудно не стану. Вот такое я всегда составляю, смотрите. Такое описание будет выложено под видео. Собственно, пряжу мы уже с вами обсудили. Спицы 3,5 и понадобится для обвязки горловины спицы номер 3,5. Да? 400-550 грамм понадобится нам пряжи в зависимости от размера. И, в общем-то, вот это описание попетельное, как расположить узоры, я подробно буду останавливаться сегодня. В конце мастер-класса мы об этом будем. Я рисую схематично и показываю вам, как петли располагаются. Да? Вот, как оформить горловину, как, на какой высоте пройма закрывать петли, все обговариваем. И подробно рассказываю про вертикальную плотность, которую многие любят не учитывать. Вот. Но это важный момент. Для чего она нужна, я тоже, значит, об этом говорю. Говорю про схемы. У нас их будет 3, как я вам уже показала. Основная схема – это была схема 1. И остальные вот эти маленькие схемочки с декоративной планкой и с вырезом горловины, соответственно, номер 2 и номер 3 схема. Так. Ну а сейчас, чтобы долго не говорить и нудно, давайте приступим к вязанию образца. Для образца будем, девочки, набирать 38 петель. Смотрите, у меня раппорт узор составляет 30 петель. 6 петель я добавляю для симметрии с правой стороны. Вот. Раппорт у нас выделен красным, соответственно. И 2 кромочные. Итого 32 плюс 6, 38 петель. Начинаем первый ряд. Вязать у нас надо будет 56 рядов в высоту. Все изнаночные ряды вяжутся, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Я уже набрала 38 петель и приступаю к первому ряду. Показываю вам. Итак, первую кромочную снимаем, вяжем первые 6 петель перед раппортом. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вторую петлю накидываю на первую и провязываю 2 вместе лицевой. Я вяжу бабушкины петли. Делаем накид. 6 петель перед раппортом провязали и начинаем вязать раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе лицевой с наклоном влево, вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Связали полностью раппорт, кромочную вяжем изнаночной.
Для чего мы вяжем с вами, девочки, этот образец? Ну, во-первых, чтобы ознакомиться с узором, а во-вторых, чтобы измерить плотность нашего вязаного полотна. Иначе мы не сможем сделать точные, правильные расчеты. Изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Но я вам честно скажу, у нас здесь сейчас будут вязаться все изнаночные петли. Третий ряд. Вяжем 6 петель перед раппортом. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали 6 петель, вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора, кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли, то есть изнаночные ряды у нас, изнаночные петли идут. Вяжем пятый ряд. 6 петель перед раппортом. Кромочную снимаем, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали. Далее вяжем раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Шестой ряд вяжем изнаночными петельками. Итак, у нас с вами седьмой ряд. 6 петель вяжем перед раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали 6 петель перед раппортом, вяжем раппорт узора. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Далее у нас идут с вами 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, снова 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Опять накид и оставшиеся 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Так, 8 ряд вяжем изнаночными петельками. Итак, у нас с вами 9 ряд. Вяжем 6 петель перед раппортом. 2 лицевые, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Связали, начинаем вязать раппорт. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 5 лицевых идут. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вяжем оставшиеся 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Связали 9 ряд, 10 ряд вяжем изнаночными петельками. 11 ряд. Вяжем 6 петель перед раппортом. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Начинаем вязать раппорт. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. 12 ряд вяжем, смотрите, накиды провязываем, девочки, лицевыми петлями. В 12 ряду у нас с вами, вот, знаете, ой, чтобы не загружать себе голову лишней информации, давайте вязать, как смотрят петли, то есть все изнаночные у нас вяжутся в 12 ряду. Просто по схеме здесь уже добавляются у нас накиды, провязываются изнаночными, вот, то есть лицевыми. По лицу это смотрится как изнаночные, но не везде, знаете, не везде, а, ну, кому интересно, посмотрите по схеме, я буду вязать изнаночные все. У нас с вами 13 ряд узора. 6 петель вяжем перед раппортом. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Далее начинаем вязать раппорт. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, снова изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Далее вяжем опять 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Кромочная, изнаночная. Так, 14 ряд будем вязать с вами теперь уже как смотрят петли. То есть здесь не забываем, у нас были изнаночные, значит они в изнаночном ряду вяжутся лицевыми. Так, у нас с вами 15 ряд. Вяжем 6 петель
для симметрии, которая перед раппортом, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. Начинаем вязать раппорт узора. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 изнаночные. 1, 2. Далее вяжется узелок. Это такой элемент в японском вязании. Вяжется следующим образом, девочки. Смотрите. Берем вот эту петлю, третью, и накидываем ее на первые 2. Вот так. И спускаем. Ну, опускаем ее, да? Затем вяжем лицевая, накид, лицевая. Вот весь узелок. Вяжем опять 2 изнаночные. Снова вяжем накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 изнаночные. Идет у нас узелок. Третью петлю накидываем на первые 2. Вот так отпускаем. И провязываем эти 2, как лицевая, накид, лицевая. Далее опять 2 изнаночные. Накид делаем. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Опять накид. И много идет у нас с вами лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых, девочки, но на самом деле их будет 8. 8 лицевых, потому что у нас крайний раппорт. Я не могу делать накид, сейчас объясню почему. Вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кромочная, изнаночная. А теперь обратите внимание, объясняю свои действия. По схеме у нас с вами здесь идет накид. Но мы не можем его сделать, поскольку далее у нас идет следующий раппорт, да, где мы вяжем 3 вместе лицевой. Да. Поскольку мы не имеем права делать накид, поскольку у нас нет с вами никаких провязанных вместе петель, мы здесь в крайнем раппорте вяжем просто лицевую петлю. Игнорируем вот эти все накиды, девочки. Потому что, повторяюсь, это только в крайнем раппорте так мы игнорируем. А когда вы вяжете друг за другом раппорты, обязательно вяжите по схеме. То есть накид, потом у вас начало раппорта 3 вместе лицевой, накид и далее, что мы сейчас с вами вязали. Это очень важный момент, особенно для новичков. Девочки, не запутайтесь, обращаю ваше внимание на это. Так. Теперь у нас с вами 16 ряд, мы вяжем его изнаночный ряд, как смотрят петли. Как смотрят петли. Повторяюсь, да? Накиды, кстати, провязываются здесь изнаночными. 17 ряд вяжем с вами 6 петель перед раппортом. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее вяжем 2 изнаночные, делаем с вами накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и оставшиеся петли до конца ряда все лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, кромочные, изнаночные. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем с вами 6 петель перед раппортом. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, начинаем вязать раппорт. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные. Делаем узелок, то есть третью накидываем на первые 2 и опускаем.
провязываем лицевая, накид, лицевая. Далее опять идут 2 изнаночные, снова накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные и узелок. Третью накидываем на первые 2 и провязываем как лицевая, накид, лицевая. Затем опять идут 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и до конца ряда 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кто забыл, напоминаю. Если это крайний ряд, вы вяжете так, как я. То есть крайний раппорт. Если этот раппорт будет по центру, не забываем здесь делать накид и продолжать раппорт так же, как мы с вами его начинали. Кромочный вяжем изнаночный. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 21 ряд вяжем. Значит, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И начинаем вязать раппорт. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и до конца ряда 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кромочная, изнаночная. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд. 6 петель вяжем перед раппортом. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид. Далее 2 изнаночные. Затем узелок. Третью петлю накидываем на первые 2 и вяжем как лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные вяжем. Накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, узелок, третью накидываем на первые 2, вяжем лицевая, накид, лицевая. Далее опять 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и до конца ряда 8 лицевых. Кромочная будет у нас вязаться изнаночной. 24 ряд у нас будет особенный. Сейчас я вам покажу, как будем вязать 24 ряд. 24 изнаночный ряд у нас будут такие действия совершаться. Смотрите, начинаем с самого начала раппорта. Это 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее у нас вяжется 1 лицевая. И далее нам надо с вами перекрестить 2 петли. Итак, меняем с вами 2 петли местами. Значит, будет у нас с вами первая петля идти перед работой, вторая за работой. Вторую вяжем изнаночной, которая за работой была. Первую вяжем лицевой. Затем вяжем скрещенную изнаночную. Скрещенную значит наоборот. Но я ее просто изнаночно провяжу, да? Далее опять перекрещиваем 2 петли. Значит, первая у нас будет идти за работой, вторая перед работой. И вяжем первую как лицевая, а вторую как скрещенная изнаночная. Далее вяжем лицевой, 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая,
И снова самое такое же перекрещивание делаем с вами. Меняем 2 петли местами. У нас первая перед работой, вторая за работой. Поменяли их местами, провязали первую изнаночная, вторая лицевая. Далее у нас идет с вами опять изнаночная. Следующие 2 петли тоже меняем местами. То есть первая у нас будет идти за работой, вторая перед работой. Поменяли местами, провязали как лицевая, изнаночная. Так, далее идет лицевая и 2 изнаночные. Закончился раппорт. И за раппортом вяжем 6 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная, изнаночная. И сразу начинается у нас с вами 25 ряд. Это лицевой ряд, да? Вяжем с вами 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. Начинаем вязать раппорт. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, изнаночная. Вяжем скрещенную лицевую. Это значит, делаем петельку наоборот. То есть, если вы привыкли вязать петельку за заднюю стенку, как это делаю я, то чтобы связать скрещенную, надо провязать ее за переднюю стенку. Или наоборот. Затем идет изнаночная. Опять скрещенная лицевая я вяжу за переднюю стенку. Опять изнаночная. И снова скрещенная лицевая за переднюю стенку. И изнаночная. Далее вяжем накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Изнаночная. Скрещенная лицевая. Изнаночная. Скрещенная лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая. Далее идет изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Связали полный с вами раппорт 25 ряда. И теперь я хотела бы заострить внимание, что в 26 ряду вы будете вязать петельки, как они смотрят того, да, и там, где мы с вами вязали скрещенные лицевые, вы в изнаночном ряду будете вязать их скрещенными изнаночными. То есть это то же самое, но наоборот. Если вы привыкли вязать за переднюю стенку изнаночную, то будете вязать за заднюю. И, соответственно, наоборот. Пожалуйста, обратите на это внимание, чтобы получился красивый узор. И сейчас еще вот что я хотела вам сказать. Смотрите, вот у нас с вами 27 ряд по схеме, 29 ряд, 27, да, 29 ряд, 31 ряд. Вяжется одинаково. Вяжется так же, как мы сейчас вязали с вами 25 ряд. 33 ряд у нас, девочки. И начинаем вязать 6 петель перед раппортом, как всегда у нас. То есть это будет сейчас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И 3 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Изнаночная. И вот такой сейчас интересный момент. Будем перекрещивать 2 петли. Лицевую и изнаночную. Меняем их местами. Первая у нас петля перед работой, вторая за работой. Поменяли местами, провязали как изнаночная и скрещенная, девочки, лицевая. Я вяжу за заднюю стенку лицевые, значит я вяжу за переднюю здесь. Далее у нас идет с вами скрещенная лицевая. И опять меняем 2 петли местами. Первую и вторую, да? Первая за работой, вторая перед работой. И вяжем первую скрещенной лицевой сразу. Скрещенной лицевой за переднюю стенку я вяжу и изнаночной. Далее вяжем изнаночная, накид,
3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная. И следующее то же самое. Перекрещиваем 2 петли налево. Меняем первую, вторую петельки местами. Первая перед работой, вторая за работой. Вяжем как изнаночная, скрещенная, лицевая за переднюю стеночку. Следующая опять идет за переднюю стеночку, лицевая, скрещенная. И меняем следующие 2 петли местами. Значит, первая за работой, вторая перед работой. И вяжем лицевая, скрещенная, изнаночная. Далее вяжем изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочную вяжем изнаночной. В 34 ряду мы будем вот эти вот 3 петли, которые у нас с вами вязались вот сейчас скрещенными, провязывать скрещенными изнаночными. Не забываем об этом. Так, вяжем 35 ряд. У нас с вами первые 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Начинаем раппорт узора. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, узелочек вяжем на 3 петельках, третью накидываем на первые 2 и вяжем как лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, опять узелочек на 3 петельках. Третью накидываем на первые 2, вяжем как лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 8 лицевых. Так, 36 ряд мы вяжем как смотрят петли. 37 ряд вяжем. 5 лицевых перед, значит, вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, это были 6 петель перед раппортом, и вяжем раппорт, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, далее 2 изнаночные вяжем, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, снова 3 лицевые, 2 изнаночные, делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 8 лицевых до конца ряда вяжем. Так, с этим мы все поняли, да? Теперь 38 ряд вяжем, как смотрят петли. Так, и 39 ряд, девочки. 39 ряд вяжем как 35 ряд. 41 ряд вяжем как 37 ряд. 43 ряд. В 43 ряду будем с вами встречаться. Там будут уже по-другому вязаться. То есть вы, еще раз повторяюсь, да, то есть мы с вами сейчас будем вязать 39 ряд как 35, а 41 ряд как 37, чтобы не загружать видео. У нас с вами 43 ряд. Вяжем 4 петли, 1, 2 лицевые, 4 лицевые петли, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Это были петли перед раппортом, 6 петель. Теперь вяжем раппорт 43 ряда. Да? Значит, первая лицевая, накид, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и узелок наш. Третью петлю накидываем на первые 2, вяжем как лицевая, накид, лицевая. Далее идет изнаночная,
2 вместе лицевой с наклоном, получается влево, вправо, девочки, вправо, петельки меняем местами в моем случае, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, вяжем узелок, накидываем третью на первую, 2 и вяжем как лицевая, накид, лицевая. Далее идет опять изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали раппорт, кромочная вяжется изнаночной. Вот таким образом связали 43 ряд. 44 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. У нас с вами 45 ряд. Вяжем 6 петель перед раппортом. 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Далее вяжем раппорт. Начинаем лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Раппорт провязали, кромочная, изнаночная вяжем. 46 ряд вяжем, все петли у нас изнаночные. 47 ряд. 6 петель вяжем перед раппортом. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Начинаем вязать раппорт узора. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид. Раппорт провязали, кромочную вяжем изнаночной. Так, связали. 48 ряд вяжем все изнаночные петли. 49 ряд вяжем 6 петель перед раппортом. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Начинаем раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 50 ряд мы будем вязать с вами изнаночными петельками. 51 ряд. 6 петель вяжем перед раппортом. Значит, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали 6 петель, начинаем раппорт. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, раппорт провязали, кромочную вяжем изнаночной. Так, 52 ряд, все петли изнаночные вяжем. 53 ряд вяжем. 6 петель перед раппортом у нас. Значит, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее начинаем вязать раппорт. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. 54 ряд, изнаночные петли. 55 ряд. Вяжем 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Это были 6 петель перед раппортом, вяжем раппорт. 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Далее 7 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 тоже провяжем лицевой, кромочно вяжем изнаночной. 56 ряд вяжем изнаночными петельками, и наш раппорт начинает повторяться с первого ряда по схеме. С первого ряда по схеме. Так, вот, собственно, мы с вами связали этот узор. Да, он длинный, но он легкий. Согласитесь, здесь часто встречаются ряды, которые, ну, вяжутся просто с закрытыми глазами, да, на автомате, скажем так. Поэтому
как говорят, красота требует жертв, а красота этого узора очень красивая, да? Красота очень красивая, да? Здорово сказано. Давайте сейчас сделаем с вами влажно-тепловую обработку образца и посчитаем плотность узора. Горячим паром обдаем наш с вами образец и его энергично начинаем тянуть во влажном состоянии. Еще повлажнее. Так, даем ему высохнуть. Края тоже надо отпарить более. У меня уже утюг перестал давать пар, пойду я его немножечко еще подержу, чтобы он был погорячее. В общем, девочки, края тоже отпариваем. И затем даем высохнуть образец и будем мерить его ширину и высоту. И теперь наша задача с вами измерить ширину и высоту образца. Да, мы давайте это померяем. Ширина у меня, значит, 20 сантиметров. И мы с вами набирали сколько петель? 38. Итак, у нас участвует 38 петель в образце. Мы делим на 38 делим на 20 сантиметров измеренных. Получается плотность 1,9. Записываем это, чтобы не забыть. Я пишу, что в 1 сантиметре у меня будет участвовать 1,9 петель. Так. По вертикали у нас с вами 56 рядов, и мы с вами измеряем высоту 22 сантиметра у меня. 22 сантиметра. 56 рядов поделим на 22 сантиметра, получаем 2,5 высота. Плотность по вертикали в 1 сантиметре 2,5 ряда умещается. Эти цифры нам сейчас понадобятся в дальнейших расчетах. Теперь нам понадобится выкройка. Выкройка для данной кофточки. Итак, вот такая была выкройка, значит, к данному джемперу. Рукавчик короткий. Рукавчик у нас будет с окатом. Классический вариант. Единственное, только форму выреза горловины переда я сделала более такую квадратную, а не трапеции. Такая была в виде трапеции, видите, а я сделала ее такой, ну, более округло, такой полуквадратную с округлыми краями, да. Также буду я это в описании делать. Так, ну и, конечно же, значит, размеры, которые я буду использовать. Значит, смотрите, первый размерчик у нас будет идти 44-46, второй размерчик будет 48-50 и третий размер 52. Так, и начинаем мы, конечно же, с того, что определяем количество петель по спинке и по переду. И потом распределяем эти узоры. Значит, ширина у нас будет использоваться 50 сантиметров, 54 и 58 сантиметров на третий размер. 50 сантиметров умножаем на нашу плотность, которую мы с вами определяли. Помните, в 1 сантиметре 1,9. Умножаем на 1,9. Получаем 95 петель. Так, второй размер у нас идет ширина 54 сантиметра. Умножаем на 1,9. Получаем 103 петли. Округляем, да? И третий размер 58 сантиметров на 1,9. Получаем, сразу скажу, должно быть нечетное число, девочки, 111 петелек. А теперь распределяем с вами наши узорчики. Так, для этого я всегда рисую вот так схематично. Представьте, что это ваш наборный ряд. Вот вы набрали петельки и вяжем мы справа налево, да? И начинаем мы с того, что вяжем. Определяем, сколько целых раппортов у нас умещается. Но здесь, девочки, у нас
Узор такой своеобразный. Вот автор модели очень интересно так это все дело расположил. Я вам хочу сказать, что расположение узоров должно быть симметричное, да? И для того, чтобы у нас с вами получилась симметричная картина, значит, автор добавляет 6 петель перед раппортом, которые мы с вами, собственно, и вязали, да, по схеме. И последний раппорт мы будем с вами заканчивать, чтобы был симметрично, 27 петлями. Не 30 петлями, как мы вязали раппорт, а именно не довязывать 3 петли, то есть 27 петель. И в итоге распределение узоров будет выглядеть следующим образом. На все размеры, повторяюсь, распределение узоров выглядит следующим образом. 6 петель перед раппортом, который мы вязали, 2 раппорта подряд по 30 петель и последний раппорт без 3 петель последних. То есть 27 петель берется всего первых от последнего, у последнего раппорта. В сумме, девочки, это получается 93 петли. Там, где у нас с вами был 44-46 размер, мы добавляем 2 кромочные, итого как раз 95 петель. Идеально вписывается наш узор. Для других размеров я специально постаралась придумать вариант. Значит, для других размеров не хватает 8 лицевых. Мы будем добавлять, то есть 95 прибавим 8 лицевых. Получим как раз наши искомые 103 петли, которые нам нужны. И эти 8 лицевых, у меня нет другого выхода, да, я добавляю в виде 4 лицевых справа, 4 лицевых слева. Я их распределяю равномерно. И в итоге складывается вот такая картина. Смотрите. Значит, кромочная, 4 лицевые, 6 петель перед раппортом, 2 раппорта подряд по 30 петель, третий раппорт вяжем только 27 петель, потом добавляем 4 лицевые и кромочная. Итого 103 петли. И на третий размер распределение узоров точно такое же, только вместо 4 лицевых будет 8 лицевых участвовать. Девочки, если вы придумываете какое-то другое расположение узоров, я буду только рада. Я лично другого выбора для себя не смогла придумать. То есть у меня вот именно так. По центру идет узор, с двух сторон лицевая гладь. Она будет хорошо вписываться. Она не будет противоречить нашему узору. Это будет эстетично выглядеть. Так. И также у меня будет все указано в описании. Далее. Давайте определимся, сколько у нас петелек на пройму идет, сколько петелек на плечи и на вырез горловины. Я все так же считаю с применением плотности. То есть, если у меня глубина проймы 5 сантиметров, умножить на 1,9, получается у меня, в общем, я округлила, там 9,5 получается, получилось 10 петель. Будем закрывать у проймы на все размеры 10 петель. Хотя на маленький размер можно сделать и 9 петелек пройму закрыть. В принципе. Так, вырез горловины на все размеры у меня 45 петель. То есть я умножил 24 на 1,9. Должно быть нечетное число 45 петель. И все, что остается, это идет на наши плечи. И считаю я плечи следующим образом, показываю, обучающе, так скажем. Да? Вот смотрите, на примере первого размера. 95 петель отнять 20 петель пройма, то есть по 10 петель, да? И отнять 45 петель вырез горловины. Получается 30 петель. Делим на 2 плеча, на каждое плечо по 15 петель. То же самое касается второго размера. 103 отнять 20 петель пройма, отнять 45 петель вырез горловины, 38 петель делим на 2, на каждое плечо 19 петель. И для третьего также то же самое, у меня 23 петли получилось. Так, отлично. Давайте с вами теперь перейдем к рукаву. Давайте по низу определимся, узор как расположить. Значит, у меня по низу рукав, вы поняли, да, начинается где-то около локтя, да, вот такой короткий. Там идет резиночка. Кстати, здесь резиночка декоративная, которую мы с вами не вязали, будет схема приложена отдельно. Там легко она вяжется, я даже ее не стала показывать. Так, смотрите, здесь тоже будет декоративная планка, вот, и 5 сантиметров, по-моему. И далее, да, 5 вот стоит размер. И далее начинается ажурный узор, который мы с вами тоже должны как-то распределить. 53 петли у меня получилось по низу. Так,
И на 53 петельках будем распределять узор следующим образом. Смотрите, девочки, чтобы было симметрично и по центру, вяжем следующим образом. 1 кромочная, 9 лицевых, затем идет 6 петель перед раппортом, которые мы с вами вязали, вот эти же, да? Далее идет 27 петель от раппорта, 27 петель от раппорта, вот. Опять 9 лицевых и 1 кромочная. Все. Вот так будет симметрично. По рукаву. Так начинается на все размеры. А вот дальше мы считаем скос. И у скоса будут разные прибавки. Я сейчас расскажу, как я на примере первого размера считаю скос. Ну, во-первых, нам надо определиться, сколько же у нас будет петель в самой широкой части рукава, где мы начнем делать окат, формировать. Так. Я для этого, вот видите, стоит размер 36, это на маленький, 38 на второй размер, 39 ширина для третьего размера. 36 я умножаю на нашу плотность 1,9. 36 умножить на 1,9, 68 петель, 69 пишем. Должно быть нечетное число. Если у нас с вами нечетное количество петель по низу, то нечетное должно быть и здесь, чтобы правильно рассчитать скос. Так. Далее, второй размер 38 сантиметров ширина умножить на 1,9, получается 73 петли. И третий размерчик я считала 39 сантиметров ширина на 1,9 плотность, 75 петелек я писала. Так, и теперь смотрите, из большей величины 69 по верху рукава отнимаем по низу 53 петли, получается всего 16 петель, будем прибавлять. Для первого размера. Делим на 2 скоса. Получается на каждый скос по 8 петель приходится. Как их распределить равномерно? Девочки, очень просто. Смотрите. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью, которую мы с вами определяли. Высота у нас от планки декоративной до оката составляет 16 сантиметров. Я перевожу эту величину в ряды. То есть, смотрите, помните, мы определяли с вами вертикальную плотность в 1 сантиметре 2,5 ряда. Да? Вот мы сейчас с вами 16 сантиметров умножим на 2,5 плотность. Получим 40 рядов. Вот. 40 рядов делим на наши петли 8, да, которые нам надо распределить равномерно. Получилось целое число 5. То есть в каждом 5-м ряду мы делаем прибавку. Симметрично и равномерно будем прибавлять справа и слева одновременно причем. То же самое касается других размеров. У меня получилось 10 петель и 11 петель будем по скосу прибавлять. И через какие промежутки расстояния тоже так же считаем. 40 делим на 10, будет в каждом 4-м ряду, да, и 40 делим на 11. Вот здесь вот я вам сейчас продемонстрирую, поделить на 11, вот такое число получилось, 3,6. То есть ни в каждом 3-м, ни в каждом 4-м не получается, да? Будет нестыковка. В таких случаях, когда у нас вот такое число, рекомендуется делать прибавки в каждом 3-м и чередовать в каждом 4-м, да? То есть раз в 3-м, раз в 4-м, потом опять в 3-м, опять в 4-м. Итак, 11 прибавок. Вот и все. С этим мы определились. Окат рукав. Я его не рассчитываю вам. Я вам даю ссылку на расчет оката. Если у вас есть уже опыт, вы практически сможете это все дело по своим навыкам. Я, например, сейчас уже так делаю. Я знаю, что здесь у меня идет такое же убавление, как у проймы, да, вот в этих местах. Затем у меня идет убавочка по одной петле, там 5-6 разочков, ну, в зависимости от вашей плотности. Вот. И потом уже идет по 2 петли, а вот у самого пологого участка рукава уже идет по 3 петли. И вот здесь большой участок, петель, наверное, 15-20, у нас будет закрываться. Да? Вот и так. Одним махом закрывает. Закрыть идет на одной высоте. Общая высота у нас рукава получается от планки, смотрите, 16 и 12. Это будет в сантиметрах. 16 плюс 12. Это будет 28 сантиметров. Умножаем на плотность по вертикали 2,5. Получаем 70 рядов. От планки, подчеркиваю. 70 рядов будем вязать узором. Так,
Теперь, что касается вертикальной плотности, ну, вы уже поняли, для чего она, наверное, нужна, потому что после стирки изделие часто вытягивается и становится очень длинным, да, очень некрасиво, и мы часто из-за этого переживаем. Я видела женщин, которые винят пряжу и так далее, только не свой ум почему-то винят. Дело в том, что для правильных расчетов, для того, чтобы хорошо связать изделие, нужно хоть немножечко теорию читать. Да? А в теории говорится о том, что у нас есть плотность, которую мы должны применять на практике. Для этого мы ее и считали в нашем мастер-классе. Вертикальную плотность, девочки, обязательно применяем. То есть любой вертикальный размер, вот, например, 32 сантиметра от планки до проймы, 32 сантиметра стоит. Переводим в ряды обязательно. То есть умножаем на плотность. Вот у меня в моем случае получилось 80 рядов. Я так и пишу в описании. 32 сантиметра равно 80 рядов. То есть мы будем не сантиметрами мерить, а, девочки, рядами. То есть узор наш будет распределяться. Вот 80 рядов связали. Очень легко здесь циклами, да, мерить вот эти ряды. То есть нашими рапортами. Да? Вот смотрите, у нас рапорт 56 рядов. А у нас 80 рядов до проймы надо. Вот мы из 80 отнимем 53, у нас получится еще 27 рядов. То есть мы с вами свяжем полный раппорт 56 рядов и еще 27 рядов по схеме выполним. И далее вот на этом месте начнем пройму выполнять. Все. Очень легко ориентироваться. И даже проще, чем сантиметрами мерить. Так, ну и все, мои хорошие. Собственно, вот что я вам хотела сказать. Желаю вам удачи. Описание будет под видео подробное, попетельное. Вот. А все мои вот эти объяснения были вам для наглядности, чтобы вы, если в случае чего, выкройка, ведь у нас разные все мерки, да, и рост у нас разный, вы могли откорректировать вот эти вот все наши циферки под себя. И до новых встреч!